Париж два раза опаснее, чем Калининград. Один день. Один день. За один день можно получить российскую визу. Ты говоришь, что очень красивые девушки у нас. Ну, это другая тема, да? Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск. Как и обещал вам, сегодня мы запишем видео с Виктором, с моим гостем, другом и учеником. Виктор, привет! Привет. Виктор — это француз, который приехал в Россию первый раз сейчас, в Калининград. И я хотел бы у него спросить, как вообще он добрался, как он делал визу и так далее. Какие его первые впечатления? Да, я Виктор, мне сейчас 30 лет. И сейчас я из Франции, но я живу в Швейцарии. Я учу русский язык, около 3 года, я думаю, 3 года. Да. И я решил по первый раз посетить в России, да, сейчас. Замечательно, мы очень рады. Расскажи, как ты вообще получал визу? Сложно ли это было? На самом деле не так трудно. Онлайн работает, есть, как сказать, формуляр, можно сказать. Анкета? Анкета, 10 минут, и я получил визу, сразу. Надо стоит около 50 евро, и все. А что входит в список документов? Какие документы нужны? Надо только нормально паспорт, и она хочет знать, что мой папа, моя мама, что я занимаюсь, что я хочу сделать в России. И да, просто так, да. Хорошо, тебе нужно было приглашение или нет? Я не знаю, я думаю, что она спросит, что приглашение, Да. Можно говорить, что ты хочешь, и ничего меняется, ничего меняется. Страховка, может быть, еще нужна? Страховка, нет, не надо, абсолютно, не надо. Хорошо, в общем, это было несложно. Для тех, кто не знает, для граждан Евросоюза есть упрощенная электронная виза. Она делается онлайн, ты никуда не ходил, да, ты делал все онлайн. Да, платишь 50 евро и все. Сколько ты ждал визу? Сколько стоит? Ждал, было, сразу. Один день. Один день. За один день можно получить российскую визу. И с этой визой ты можешь путешествовать по всей России. Правильно. Как долго? Правильно. Как долго? 1 неделя. К сожалению, только неделя. Только неделя, хорошо. Минус этой визы, то что ты можешь только на неделю поехать. Вот, хорошо. Если хочешь дольше, то нужно уже обычную визу делать. Правильно. Да. Окей, понял. Хорошо. Расскажи теперь про свой маршрут. Как ты добирался до Россиюшки, матушки? Да, было, adventure, как сказать? Да, приключение целое. Приключение. Я живу в Швейцарии, мне надо, Кстати, в Швейцарии ты живешь, мы только сегодня узнали, рядом с памятником Суворову в Швейцарии. Помнишь, я тебе показывал? Что это? Да. Правильно. Я была в Милане, я лечу чем... Comment tu dis? Je voulais... Я полетел до Гданьска. Я полетел до Гданьска, и потом... То есть на автобусе сначала ты доехал до Милана. Сколько стоил автобус? Было на поезде. Было 3 часов. 3 часа? 3 часов, 40 евро, окей. Более-менее, Здесь будет сейчас 40 евро. Дальше? Да. И потом, на самолете было, 100 евро. 100 евро. Милан, Гданьск. Да, 100 евро. Без мотоцикла 100 евро. Ага, с мотоциклом дороже, да? Было, это, кстати, ты не рассказал, да. У тебя интересное транспортное средство вообще. Пару слов прокомментируй вообще, что это, зачем это? Это мотоцикл, но я думаю, что велосипед чуть-чуть, как сказать? Слишком много места. Скучно, да? Окей. Я думаю, что я хочу быть, по-другому, можно сказать. И мне очень нравится. Я всегда
путешествую с моим мотоциклом, да? Ну, супер. Не, действительно, вчера и позавчера мы гуляли, и эта штука привлекает очень много внимания. Это такой conversation starter, да, то есть люди смотрят, удивляются, им говоришь, вы можете попробовать прокатиться, и все, и вы лучшие друзья просто сразу становитесь. И они думают, он выглядит, весело, и работает. Не, это круто, это круто. Вот, хорошо. Ну, в общем, ты был в Гданьске, ты там был несколько дней, 2 дня, да? Да, кстати, я очень рекомендую Гданьск. Очень как тебе город, расскажи? Я не был. Как сказать, исторический, да? Исторический, да, город. Очень интересно, очень чистый тоже. Но, к сожалению, я не говорю по-польски, но мне нравится говорить с людьми, но чуть-чуть трудно, потому что они говорят по-английски. Но мне очень нравится Гданьск. Тоже есть пляж. Я думаю, что когда тепло, стоит, да. Окей. Ну и, соответственно, из Гданьска ты уже поехал в Россию. Как это было? Автобус. Автобус был удобный, но на границе, как сказать, надо ждать 2 часа. Может быть, это не так страшно, но у меня было интересные люди с рядом, я говорю по-русски, люди помочь мне было бы хорошо, было хорошо. И просто 4 часа более-менее, ça a duré genre 6 heures, tu vois. Это было 6 часов все-таки, да? То есть 4 часа поездка, 2 часа ожидания на границе, то есть в сумме 6 часов. Из Гданьска вы можете до Калининграда добраться. Да. И почему этот маршрут хороший, сразу скажу, то что когда вы будете уже в Калининграде, отсюда есть билеты на самолет недорогие до Москвы, Петербурга. Да, я думаю, что стоит, потому что я знаю, что если я хочу лететь в Москву, дорого, да? Дорого, если ты хочешь посетить в России. Думаю, что Калининград хороший вариант, если ты хочешь посетить в России, это дешевле, я думаю. Это дешевле, быстрее, да, то есть для тех, кто живет в ЕС, да, в Евросоюзе. Даже вот я смотрел для своего друга из Великобритании, он живет в Манчестере, есть прямой рейс до Гданьска, то есть он просто за 50 евро долетает до Гданьска и едет на автобусе за 40 евро, там, или сколько автобус стоил из Гданьска? 40 евро, более-менее, 40 евро, да. T'as fait une petite faute, маленькую ошибку, когда ты приехал без денег сюда. У меня кошмар. Как вы знаете, в России не работают иностранные карты, нам отключили злодеи SWIFT, да, поэтому Visa, MasterCard иностранные в России не работают, у нас работают только наши российские карты. И мой друг забыл это, да, не учел это, соответственно, думал, что он приедет сюда и здесь будет платить своей картой. Я знаю, у меня злоти, например, у меня злоти, но да. Здесь нельзя обменять, Злоти здесь невозможно, да. Только долларов и евро. Да. Соответственно, что вам надо сделать? Вам нужно ехать сюда с наличными деньгами, то есть брать, не знаю, если вы хотите еще сделать себе зубы, заняться здоровьем, у нас в России недорогая медицина, хорошая, вы можете взять с собой 2-3 тысячи евро наличных и здесь поменять на рубли. Вот, если бы не такой замечательный человек, как я, то мой друг сейчас бы вот на этой лавочке. Si tu n'avais pas un ami comme moi, une bonne personne comme moi, ça serait ton lit. Да, правильно. Вот, поэтому учитывайте, приезжайте в Россию с наличными, не забывайте это. Да, кстати, стоит, если, например, во Франции, если я хочу встречать стоматологу, мне надо ждать месяца, 2 месяца, это очень долго, просто очень дорого. В Калининграде быстро, услуги очень хорошо. Я был сегодня,
очень хорошо, я очень рекомендую, да. Да, можете, реально, приезжайте, берите с собой деньги, все медицинские процедуры, полный чекап всего организма стоит где-то 200 евро. 200 евро, то есть... Да. Ну, если... Я думаю, что стоит, если вы хотите, покупать услуги, но если вы хотите, например, купить вещи, не стоит. Например, я вижу, что я хочу купить, часы, но здесь дорого. А, да? Да, например, вот 100 евро дороже, чем в Европе, например. На 100 евро дороже, да, чем... Да, да, это правда. Вот, хорошо, но что касается еды, что касается кофе, проживания, это все дешево, правда? Это дешево, и, здесь мы в центре, там и в центре дорого, чем, не знаю, например, на окраине, деревне, да. Но здесь дорого, до сих пор все 2 раза, 3 раза дешевле. Как сказать, я живу в Швейцарии, например, пицца стоит 27 евро. 27 евро, да. Очень дорого. Здесь, да. 7 евро, может быть. Да. В хорошем месте пиццу можно взять за 5 евро. В хорошем месте. Да. Хорошо, а теперь расскажи о своих первых впечатлениях. Я специально у тебя не спрашивал эти 2 дня, чтобы вместе с подписчиками разделить твои впечатления. Я думаю, что... Как тебе Россия? Вот ты впервые оказался. Это специфический регион. Да. Это бывший, еще 80 лет назад это была Германия. То есть у нас здесь немецкая архитектура, планировка. Но, тем не менее, русские люди, русские сервисы и все. В общем, как тебе? Например, я чувствую очень безопасно. Безопаснее, чем в Париже, например. Например, своя мама жалуется, это нормально, я понимаю. Но я сказал, я покажу статистику, и Калининград, Париж 2 раза опаснее, чем Калининград, например, да. То же самое про Москву можно сказать. У нас много очень камер везде, то есть если что-то происходит, сразу находят правонарушителей. Да, все очень чистый, мне нравится, но огромная площадка здесь, что, есть минус, например, много машин здесь, да? Это правда, да. В Европе, например, в Германии, Швейцарии, в центре без машины. Я думаю, что это классно, но здесь нет. Я абсолютно с тобой согласен. Я надеюсь, мы будем тоже это менять. Мы будем делать города более тихими, безопасными, зелеными и классными. Да. Да. Окей. Главное впечатление у тебя, это все же не машины, да? Что ты имеешь в виду? Не машины? Ты говоришь, что очень красивые девушки у нас. Это другая тема, да? Другая тема, да. Сегодня нет. Окей. Но, в общем, такой, намек, такой тизер. В России невероятно красивые девушки. Да. Им очень интересно, вообще, в принципе, всем русским людям очень интересно общаться с иностранцами. Для нас это сейчас особенно необычно, потому что иностранцев мало. И как только вы говорите, что вот я из Франции, все такие, ничего себе, да? Вот. Да, и я очень рад, что я могу говорить, с девушками, в общем, и потому что, английский здесь очень редко, она говорит на английском, я думаю, что русский язык менял своей жизни. Я думаю, изменил мою жизнь, да. Изменил мою жизнь, да, хорошо. Правильно, да. Да. Что-то еще? Да. В общем-то, да, хотел записать видео про то, как, собственно, приехать сейчас в Россию. Сейчас самое лучшее время, потому что лето, тепло, зелено, классно. Это сделать достаточно просто, быстро, дешево, безопасно. Поэтому, ребята, приезжайте и обязательно записывайтесь ко мне на уроки, потому что мои уроки очень помогли тебе, да? Да, я согласен. Я учу, я начал с Артем 3 года назад. 3 года назад, да. И сейчас,
Работает, нет? Работает, да. То есть 3 года назад начал смотреть мой канал, мои подкасты слушать, и вот где-то месяц 3-4 мы занимались, прям говорили на русском. Да, один раз в неделю. Да. И, ну, работает, ну, стоит. Да, работает, стоит. Так что все, ребята, ждем вас в России, жду вас на уроках и увидимся в новых видео. Все. Пока. Пока-пока. Хорошо? Хорошо, замечательно. Все. Веселье есть. Месиль. Кёда месиль.